Всем привет! В этом видео расскажу про геймплей в Wallshards, также про фарм токенов, в общем все без воды. Также оставлю тайминги, чтобы вам было проще ориентироваться по ролику. Итак, поделю ролик на несколько частей. Это база про то, для чего нужны земли, для чего нужны артефакты. Далее по геймплею полностью, ну и крафт NFT с фарм токенов. Начнем с базы, это земли и артефакты. Земля у меня, к примеру, это Epic, так как является самым оптимальным для меня. Тут у нас есть два слота для артефактов и рарность Epic, в которой я смогу использовать Epic артефакты. Но если вы хотите по минимальному, то тогда берите рарную землю, там всего лишь один слот для артефактов. Насчет рарности земель и артефактов. В рарной земле можно использовать все от рар и ниже. В эпик земле от эпиков и ниже. Думаю, логику вы поняли, тут ничего сложного. Насчет слотов в двух словах. Вот артефакт, и на своей эпик земле я смогу использовать их два. Артефакт — это наша NFT крафтильня, где происходит крафт NFT и также зарядка NFT для фарма токенов. В общем, без артефактов и земель, увы, тут нечего делать нам. Более подробно про крафт и зарядку расскажу уже непосредственно в части про фарм токенов. Также у нас есть дополнительные земли. Большая, средняя, маленькая. Различие в них — это количество слотов для артефактов. Ну и также, как и обычные земли по рарности, они также различны. Жмем на кнопку Z и открываются наши земли. По центру это наша Found земля, а по бокам есть 5 слотов для доп земель. У меня есть, допустим, две земли, это маленькая Epic и маленькая RAR. Просто перетягиваем их на свободные слоты и жмем на Apply, и все готово. Теперь мы можем перемещаться по землям. Для этого жмем на X и перелетаем на любую землю. И также далее обратно. Ну а перед тем, как перейти к следующей части, я расскажу про розыгрыш. В общем, спасибо Wallshards разрабам, дадут нам боксиков для розыгрыша. Вот эти сюрприз-боксы, тут очень много полезных NFT, земли, артефакты, декорации, гемы, в общем, халява вкусненькая. Что нужно сделать для участия? Так, это все просто, напишите в комментариях что-то прикольное про Wallshards, ну и оставьте свой OpenLoot никнейм. Ну а более детально про количество победителей и все остальное по розыгрышу можете узнать в нашем Discord канале. Естественно, ссылку на Discord оставлю в описании. Далее переходим к геймплею. Итак, кто играл в Rust или игры по типу Rust, где у нас есть элементы строительства, то тут все так же. Строим домики себе, как для визуального удовольствия, так и для установки декорации NFT. Далее у нас есть строительство зданий. 3 здания — это оружейка, здание для армора и также для инструментов. Для строительства разных зданий вам нужно будет ресурсы дерева, камни, кожа и все остальное. Тут все показано слева, можете посмотреть. И также при установке каждого здания вам нужно будет учесть это емкость, как вы тут видите, и также комфорт. Емкость мы получаем из своих земель, каждая земля дает определенное количество емкости. Это можно все посмотреть на OpenLoot при покупке земель. А вот комфорт мы можем получить из декораций, поэтому я вот тут построил мини-халабуду и установил все, что у меня есть. Кстати, насчет комфорта, его реально много нужно в будущем будет, если уже будете ходить в высокие уровни. За каждое повышение уровня зданий мы платим комфортом. И еще у нас есть лимиты на декорации. Не знаю, изменятся ли лимиты на декорации в будущем, но пока что так. Далее про здания. Тут у нас алхимия. Это у нас для разных бутыльков, бомбочек и всего остального. Но я честно скипаю ее. Ну и кухня. Это очень важное здание. Тут мы фармим себе зелья маны, зелья здоровья и разные бафы. Кстати, ресурсы для варки зельев у нас также добываются из земель. Сажаем морковку, разные цветы, травы, грибочки, и из них в кухне уже крафтим зелье. Такая веселая ферма получается. Далее здания по переработке ресурсов. Эти здания нужно построить для повышения уровней своих основных зданий, оружейных, брони и инструментов. В общем, все как в играх про строительство, тут также ничего сложного. К примеру, переработали определенное количество ресурсов, достаточное для повышения уровня зданий. Подходим к зданию, жмем тут Upgrade и смотрим, какие ресурсы нам нужны для апгрейда.
Как уже говорил ранее, каждый ап зданий будет требовать комфорт. И далее жмем в эту кнопку Upgrade, и ваш уровень здания повысится. И также можете повысить уровень самих NFT, к примеру, топора. Теперь уже здесь жмем кнопку Upgrade, вот наш NFT топор. Смотрим, что нам нужно для его повышения звезд. Также жмем здесь Upgrade и получаем. Далее по геймплею. Это у нас фарм ресурсов. Смотрите, тут также ничего сложного, но просто объясню. Чтобы ходить в данжи следующего уровня, вам нужны вот эти руны, которые вы можете собрать с предыдущего уровня. Итак, чтобы пойти в однозвездочный данж, нам нужно будет ходить в бесплатный и там гриндить. В целом все тут показано, что из каких данжей нам выпадает, какие ресурсы можем получить. Если, к примеру, хотим в двухзвездочный, то нам нужно будет собрать ресурсы для двухзвездочного из однозвездочного. Логику, я думаю, вы уловили. Залетаем в бесплатный данж. И тут уже долбим мобов, долбим деревья, долбим камни, долбим волков, медведей, оленей, в общем все и всех. Открываем сундуки. И главное, это спасаем котят. А то если не спасти котенка, то это минус репа жизненная получается. Ладно, это шутка, конечно же. В общем, при использовании снаряжения в данже, к примеру, на лут деревьев или на убийство мобов, то по чуть-чуть мы теряем прочность. Ну и стараемся доджить атаки мобов, чтобы не пришлось чиниться часто. А если вас убьют, то это супер плохо, так как урон по снаряге будет огромный. А это придется тратить немало серебра для того, чтобы починить это все. Поэтому всегда держите свое здоровье на высоте. Итак, к примеру, пошли данж. Поломали немного свои снаряжения, и нам нужно будет чинить их. Вот эти кулончики, браслетики и все остальная бижутерия продаем в городе Продавану. И получаем серебро. Далее за это серебро уже можно починить снарягу. Инструменты в тулзах, броню в арморе, ну а оружие логично в оружейке. Вначале будут трудности с серебром, ну а далее, как пойдет следующий уровень по звездам, данжи, то там все будет уже попроще. Ну а что делать с этими ресурсами, я думаю, объяснять не нужно. Переработка, повышение зданий, снаряжений и гринд, гринд, гринд и еще раз гринд. Далее переходим к самому главному, так это крафт NFT и фарм токенов. Крафтим, как уже говорил, в зданиях, к примеру, с инструментами. К нему подключаем артефакт, это наши NFT. Ну, у нас появляется Collection вкладочка. Переходим сюда и тут видим на данный момент две вкладки. Так это крафт и зарядка. Жмем на крафт. И, как видим, поставили на крафт. И через некоторое время можем забрать свои NFT. Смотрите, чем более редкий артефакт, тем более шанс, что мы получим за место коммонки, к примеру, анкомонку, рарку, эпик. Да, и такое было. Но, увы, я анлакич и ничего выше анкомонки не крафтил. Но есть ребята в дискорде у нас, кто и эпик, и рарки получал. Ну и второе, это у нас зарядка. 3 разные зарядки есть. На 6 энергии, на 18 и на 42. Плюс-минус по цене времени зарядки они похожи, можете посчитать. В будущем все эти цены, конечно же, будут меняться, я вас уверяю в этом. Зависит все это от фарма токена и, конечно же, его прайса. В Big Time было так. Так же и есть. Ставим на зарядку, ну и если не хотите ждать, то можете сразу же ускорить и сразу пойти в данж с энергией на NFT. Но если вы ускоряете, то на 24 часа получаете огонек. Этот огонек влияет на увеличение цены, на ускорение в последующей зарядке. Через 24 часа он пропадает. Это сделано для того, чтобы не абузили с одной NFT-шкой. Типа по-быстрому поставили на зарядку, сняли, поставили, сняли и так целые сутки играют, чтобы не было такого. Так, к примеру, у меня заряжены все мои 4 снаряжения и можем идти в данж для фарма токенов. Здесь вот активируем фарм и видим, сколько будет стоить тот или иной данж энергии на наших NFT. То есть при заходе в данж мы сразу платим энергию и можем лутать из данжа токены. Как уже говорил, токены получаем из всего. Убийство мобов, фарм деревьев, камней, открывание сундучков. По максимуму стараемся зачистить весь данж, пройти все квесты в данже, не поломав свои NFT. И кстати, вопрос, куда лучше ходить, на самый большой или самый маленький данж. Я тестил вот Medium, он стоит 2 энергии, получил от 120 до 140 на своих коммонках. А вот самый большой получил 350-400 токенов. Так как на фарму у нас идет протяжение нескольких дней и данных не так уж и много, то предлагаю вам также потестить, поделиться информацией в Дискорде. Ссылку, еще раз повторю, оставил в описании. Там также можете позвать любые вопросы, которые связаны у вас с игрой.
И напомню, на данный момент идет тестовый фарм токенов. Количество токенов из данжа также будет меняться, балансироваться. Также и по рарности будет все меняться, балансироваться. Это информация для тех, кто хочет залететь и думает, что если вот сегодня такой фарм, то это никогда не поменяется. Увы, хочу вас огорчить, скорее всего это все будет меняться, баланситься, фиксироваться и все остальное. А на этом все. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. Ну и конечно хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.